Мультсериал по мотивам комиксов Marvel про обезьянку-убийцу, которая мстит за свою семью и носится по городу в очках в стильном деловом костюме с катаной наперевес, убивая членов якудзы и просто плохих парней. Не знаю, как это все не может не интриговать. Вот и у вас, наверное, появился интерес понять, что это. Поэтому смело ставьте лайк этому видосу, а я, как всегда, коротко и по делу постараюсь рассказать вам, что это такое. Давайте по порядку. Hitmonkey — это американский анимационный сериал для взрослой аудитории, созданный для стримингового сервиса Hulu, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. Это история о японской макаке, судьба которой сводит ее с американским наемным убийцей, случайно попавшим в ее племя после неудачной операции. Заказчики убийства захотели остаться неизвестными, поэтому решили замести следы, убив нашего американского гостя. В пылу сражения погибает он и все племя нашей обезьянки. Ей ничего не остается, как взять оружие и отправиться в Токио мстить за свою семью. Главный герой — это японская макака, которая страдает мощными вспышками неконтролируемой агрессии. За время, пока наш американский гость находился в его доме, он обучился приемами рукопашного боя и стал опытным стрелком. Ну а сам киллер, по иронии судьбы, становится призраком, который теперь является наставником главного героя, так как не может покинуть этот мир, не завершив все свои дела. Он наглый и мерзкий мудак с великолепным чувством юмора, который постоянно делает отсылки на известные фильмы. Также есть куча второстепенных персонажей, которые так или иначе будут пересекаться с главными героями по ходу повествования. Это очень жесткий, но в то же время душевный мультсериал про дружбу, семью, верность и вот это вот все. Тебе с первого кадра показывают, что будет много боевых сцен, а кровь будет лететь в разные стороны. Поэтому, если вы по каким-то причинам не воспринимаете красный цвет, это явно не для вас. Это не просто боевик, это очень интересный сюжет про коррупцию и политику в Японии, про продажных копов и якудза, да и просто про обычных людей. Очень красиво показан город, взаимоотношения между персонажами. Тем не менее, это комикс про обезьяну-убийцу и призрака, поэтому тут можно ожидать чего угодно. Местами мультсериал очень жестокий, но в этом есть некий шарм. Как и в Человек-паук через вселенную, у тебя такая слегка дерганая картинка, но к ней быстро привыкаешь, а сама анимация в целом очень похожа на мультсериал про агента Арчера. Знаете, во всем этом наверняка есть какой-то скрытый смысл. Простая анимация местами даже может быть нелепая, но тем не менее передает все очень атмосферно. От детальных убийств с расчлененкой до мрачности неонового мокрого Токио. Боевые сцены являются ключевыми моментами в мультсериале, так как это некий Джон Уик, только макака. Поэтому тут детально и стильно показаны все виды оружия и хореография самих сцен, а анимация в них всегда разная. По поводу саундтрека я вообще не ожидал такого от этого сериала, и поначалу я думал, что это будет просто бодрое рубилово мечами. Но как же атмосферно получилось по итогу. Начиная от того, что тут огромное количество треков, которые потом захочется переслушать, тут проделана невероятная работа композитора. Так как музыка на заднем фоне играет на протяжении всей серии, и именно она задает тон, как в дорогих блокбастерах прям. И от этого хочется сделать погромче. Чистая рекомендация от меня. Если вы смотрите не в оригинальной озвучке, а в каком-то дубляже, то однозначно выбирайте озвучку 18+. Поверьте мне, не пожалеете, так как это максимально передает манеру разговора многих персонажей и химию между главными героями. Ну а в целом это полноценная история с шикарным саундтреком, с харизматичными персонажами, интересным сюжетом и крайне странной рисовкой. Не могу сказать, что это мультсериал прям для всех, так как это адаптация комикса и немногим такое заходит, но то, что это однозначно качественный продукт, это факт. Ну, как-то так. Ну а шо?